История про любопытную тайку, трудности перевода и 35 сантиметров. Веду к себе симпатичную тайку, но она не говорит по-английски. Трудности перевода с тайского на человеческий. Примечание от Серпиня. Ква – мой товарищ по ночным прогулкам по злачным районам Паттайи. В этот раз он поделился с нами душераздирающей историей про общение с тайкой, которая не знала английский язык. Ты все еще ищешь русскоговорящую тайку, а они английский-то учить не хотят. Далее от имени Квы. Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю. Ква так и нашел тайку. Обычно для Паттайи ситуация. Познакомился в баре с симпатичной тайкой, обо всем договорился, расплатился. К вашим услугам все, что может нарисовать самое больное воображение. Ленивые мыслишки. Выпьем еще немного и пойдем ко мне. Ну, за дружбу. Я мужчина хоть куда, в полном расцвете сил. Ему полагается пошалить. Моя тайка на языке страната говорит совсем плохо, фактически никак. Но точнее, говорит она хоть со старшим акцентом, но в целом понятно. Но то ли у нее проблемы с аудированием, типа слушания, то ли она путает значение слов, но в результате мы друг друга совершенно не понимаем. Вот представь, что она говорит airplane, самолет, но имеет при этом в виду собаку. Так что вместо разговора имеем игру в угадайку. Ну да, девчонка симпатичная, переживу как-нибудь лингвистические сложности. Марафай наплачивал не ради подлунных чаяний Анны Ахматовой. Понимание не самое главное сегодня вечером. Вокруг меня пляшут веселые тайки, пью ром и наслаждаюсь жизнью. Государю угодно развлечься. Вдруг нахлынуло. С нашими сколько раз бывало, что вроде на одном языке говорим, и то не понимаем друг друга. На одной такой даже женился. Нафиг такое понимание. Все еще грустишь от той потаскушки? Черт, зараза, отпусти меня, тварь. Разговорить тайку. Миссия невыполнима. Пришли ко мне в отель. Надо пожевать и переходить к основной программе. Мотель. Неужели он собирается ночевать в этой жуткой дыре? И так уже почти светает. А моя тайка от горя, ведь поговорить никак, уткнулся в телевизор и смотрит политические новости. Тайский Первый канал. Меня происходящее тихо бесит. Нашла время. Я дважды переключаю на MTV Азия, но подруга упорно рвется повысить политическую грамотность. Вот музыку она не хочет, про политику самая тема. Ну блин. Хоть и глупая тайка, но все равно женщина, скучно ей, поговорить с ней надо. Спрашиваю ее возраст. Ну казалось бы, простой вопрос. Подруга с готовностью вываливает на меня мешанину слов. มีต้นเบิร์ดอยู่ในทุ่งเคยยืนอยู่ในสนามและอะไรและอะไรยืนและอะไรและอะไรยืน Je n'ai plus de balles. Je n'ai plus de balles. Я не знаю этот язык. Пробую объясниться жестами. Прямо встреча двух цивилизаций. Мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан. Чувствую себя Миклухом Маклаем, который общается с туземцами, или Магелланом. Ставка от Серпиня. Вообще-то девочка точно не глупая. Надо иметь мозги, соответствующий склон ума, чтобы ночью после бара смотреть политические новости. Но вот представь, ты пришел с клуба в состояние и нестояние. Ты станешь смотреть про политику? И кстати, Магеллана недружелюбные азиаты насмерть завалили. Так что именно этого персонажа лучше не моделировать. 35 сантиметров? Короче, таких непонятливых таек у меня еще не было. ฉันไม่เข้าใจคุณ Показываю себя жестами, объясняю, что мне 35 лет. Также жестами спрашиваю, сколько ей лет. И тут она отвлекается от политической жизни Таиланда. На ее лице крайняя степень удивления, я бы даже сказал охреневания. ฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ Она опять спрашивает про мои 35 лет. Тыкает пальцем, вытаращив глаза, повторяет. 35. Утвердительно киваю. Yes, 35. Тайка в ответ мотает головой. Она типа не согласна. ฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ What the fuck. WST. Ситуация развивается как-то неправильно. Я даже сказал паршиво. Казалось бы, что могло пойти не так. И что теперь? В бар ее возвращать? Требовать замену по гарантии? Может, у нее табу на 35-летних туристов? Кто их там в Таиланде знает? Традиция какая? Ведь уже время уже того, почти утро. Ее бар закрылся, завтра качать права будет бесполезно. И ведь метаться и искать другие варианты поздно. Потому пытаюсь как-то договориться. Лучше начать сначала, согласен? Что? Дармаму, я пришел договориться. Может, все-таки договоримся? А в тайке вдруг появилось любопытство. Она лезет ко мне в шорты и начинает активно щупать. Еще раз спрашивает про 35. Далее из тайско-английского винегрета понимаю. Ей интересны мои предпочтения по презервативам. Вас издаст.
Натюрлих. Значит, выпито уже немало. Пытаюсь найти исчезающую взаимосвязь между моим возрастом и размером резиновых изделий номер 2. И тут до меня доходит, что когда я говорил про мой возраст, она подумала про размеры моего нефритового стержня. Но самое смешное было, когда Тайка пытался отнести предполагаемые мои 35 сантиметров со своими возможностями. Она замеряла эталонный орган и сравнивала со своей рукой. Ошарашенным видом качала головой. Ну ладно уж. Не так все и страшно. В итоге моя Тайка успокоилась, мы перешли от слов к делу. Любопытство Тайки победило. Тайки, такие тайки. 1000 лет я ждал этой минуты.